Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с новым узорчиком и с ниточками, с которыми мы уже работали. Вот такого вот интересного секционного окрашивания. Много цветов получается есть. И сразу же хочу вам напомнить, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть, потому что все узорчики универсальны, и вы вяжете своей пряжей. А я рассказываю о пряже, в которой сегодня буду я работать. Итак, смотрите, называются ниточки Визель Rainbow Angora. Сразу, чтобы не забыть, называют цвет 31. Моточки получается в 100 граммах 550 метров. По составу это здесь и мохер есть, здесь 15%, и 10% альпаки, 15% мериносовой шерсти и 60% акрила. Угу. И нам здесь советует производитель. Смотрите, говорят, берите крючок, берите спицы размером 5-6 мм. Ну, в зависимости от вашей плотности вязания. Но я данную пряжу вязала крючком номер 3. И меня, в принципе, все устроило по плотности вязания, по узорчику. Поэтому я буду вязать крючком номер 3. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете нотацию к пряже. Какой вам рекомендует крючок, подбираете под свою плотность. Какой эффект хотите вы сделать от узорчика. Более воздушный, более плотный. И так далее, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 20 петелек. Я наберу, смотрите, 20 петелек и еще 15 петелек от второго раппорта, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. То есть я буду набирать 2 неполных раппорта. Ну, а вы, в свою очередь, набираете, сколько вам будет удобно. В моем случае будет 35 воздушных петелек. Итак, все как всегда. В начале у нас петелька фиксации. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Вот мой будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, я буду делать вспомогательный ряд и рекомендую сделать его новичкам, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Нам нужно будет пропускать много воздушных петелек, и поначалу новички путаются. Но мы с вами сделаем столбики с накидом, и в столбиках мы точно не запутаемся. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее от крючка отсчитываем пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и по 2 петельки провязываем. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки. Аккуратненько по порядку идем и провязываем еще один столбик с накидом. В следующую петельку точно так же столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете по всей цепочке, какую вы набрали, да? Я вот набрала 35 петелек, значит, у меня должно получиться 35 столбиков. Вы точно так же у себя контролируете. Сколько вы набрали петелек, столько у вас и получится столбиков. И самое главное, не забывайте о том, что первые 3 петельки подъема мы тоже считаем. Это имитация столбика с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. И в конце ряда встретимся. Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь смотрите, еще делаем 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, 3. И у нас получается, что мы сделали 6 воздушных петель. Далее смотрите, пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик нырнули и провязали столбик без накида. Есть. Далее накид. Здесь будьте внимательны. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. В четвертый. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Накид. Еще раз в этот же столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. И потом все 3 петельки провязываем вместе. Оп. Понятно? Вот такие вот 2 столбика с одной общей верхушкой. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Накид. Точно так же провязываем 2 столбика с общей вершиной. Раз. Накид сюда же. 2.
все вместе провязали, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Точно так же делаем третьи столбики, 1, накид, 2, 3 столбика вместе, оп, опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Делаем четвертый раз наши 2 столбика с общей вершиной, 1, накид сюда же, 2, все вместе провязали, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И опять сюда же возвращаемся 5-й раз, 1, накид, 2, все вместе провязали. Смотрите, у нас такой интересный цветочек получился, видите? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 комплектов столбиков, да, по 2 столбика с общей вершиной. Теперь пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в 4-й нырнули, провязали столбик без накида. Угу. Идем дальше. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, накид. Пропускаем в данном случае всего лишь только 2 столбика, 1, 2, в 3-й нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид, опять сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь 3 петельки провязываем вместе. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика, 1, 2, в 3-й провязали столбик без накида. Вот такая вот картина. Дальше опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, накид, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в 3-й столбик провязываем точно такой же столбик, состоящий из 2 столбиков с одной общей верхушкой. Все, и провязали вместе. Понятно? Такая красота получается. И смотрите, это получается, мы сейчас будем с вами повторять все то же самое, что мы провязывали. Вот, помните, 3 петельки подъема, это вот этот и есть, получается, наш столбик, 2 столбика с одной общей вершиной. То есть дальше у вас опять идут 3 воздушные петельки, столбик без накида, вот такой большой цветочек, да, который мы с вами провязывали. Договорились? Все, давайте самостоятельно провязывайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот я провязала, получается, до конца ряда. Так, вот, помните, мы начинали с 3 воздушных петелек, и вот эти, получается, 2 столбика, это опять те же самые 3 воздушные петельки. То есть с этого момента у нас раппорт повторяется. Ну, видите, он здесь не до конца, не полный, так скажем. Ну, я надеюсь, вы не запутались. Так, цветочек, присоединили столбиком без накида, 3 воздушные петельки и сделали просто 1 столбик с накидом. Ряд наш закончен. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого столбика с накидом предыдущего ряда провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, накид. А теперь будьте внимательны, опускаемся вниз вот к нашему столбику без накида предыдущего ряда, так, и получается будем провязывать, смотрите, аккуратненько, захватываем сзади наперед, видите, вытягиваем ниточку, оп, и провязываем по 2 петельки, как обычный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. В силу того, что мы так интересно охватили, так скажем, наш столбик без накида предыдущего ряда, у нас получается это рельефный столбик с накидом мы провязали. Дальше 2 воздушные петельки, 1, 2. Помните наш цветочек, да? И у цветочка, получается, мы делали арочки. Арочка из 3 воздушных петель, арочка из 3 воздушных и так далее, и так далее. Так вот, смотрите, первую арочку мы пропускаем, так, во вторую арочку ныряем столбиком без накида. Оп, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. В следующую арочку ныряем столбиком без накида. Вот, что должно по итогу получиться. Далее мы делаем 2 воздушные петельки, 1, 2. И опять там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, мы этот столбик точно так же захватываем. Смотрите, крючок сзади наперед, то есть столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Опять рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше смотрим. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И там, где у нас был, получается, вот такой столбик интересный, 2 столбика с общей вершиной. Вот за эту вершину беремся и провязываем столбик
без накида. Видно, да? Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите, вот у нас столбик без накида предыдущего ряда. Мы ныряем в этот столбик, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, накид. Опять нырнули в этот столбик, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. И опять 3 петельки вместе. Вот, как те же самые столбики мы провязывали в предыдущем ряду. Угу. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Присоединяемся к верхушке столбиков и провязываем столбик без накида. Видите, мы как бы выравниваем. Тут у нас были волны в предыдущем ряду, а сейчас мы выравниваем своими столбиками без накида, столбиками с накидом и так далее. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И повторяем. Опять у нас идет перед цветочком нашим рельефный лицевой столбик с накидом. Провязываем его. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. У цветочка первую арочку пропускаем, во вторую арочку ныряем, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Перепрыгиваем в следующую арочку, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. И когда заканчивается цветочек, вот наш столбик без накида, точно так же провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Оп, оп. Есть. И заканчиваем наше вязание. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Помним, да, что мы здесь провязывали 3 воздушные петельки по узорчику и 3 петельки подъема. Так вот, отсчитываем третью петельку подъема, в третью петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Понятно? Я думаю, что не сложно. Угу. Идем дальше. И опять делаем 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 3 петельки по узорчику. Раз, два, три. Присоединяемся вот к нашему рельефному столбику, за верхушку рельефного столбика и провязываем столбик без накида. Далее смотрите, делаем накид. Переключаемся вот в эту центральную арочку, которую мы сделали в предыдущем ряду. И в эту арочку провязываем такой же цветочек. Давайте вместе провяжем. Раз, столбик не полностью, 2, а потом провязываем 3 петельки вместе. Оп, опять 3 воздушные, вспоминаем, да? Раз, два, три. Второй такой же лепесточек из 2 столбиков. Раз, два, провязали вместе. Оп, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Еще раз третий лепесточек. Раз, сюда же. 2, провязали 3 петельки вместе, 3 воздушные. Раз, два, три. Четвертый лепесточек. Раз, сюда же. 2 и все 3 петельки вместе. Оп, 3 воздушные. Раз, два, три. И сюда же 5 лепесточек. Раз, два и все петельки вместе. Оп, видите? Вот опять наш цветочек, как в предыдущем ряду. 5 лепесточков. Раз, два, три, 4, 5. И наш цветочек присоединяем вот к столбику предыдущего ряда. Был рельефный столбик. Беремся за верхушку и провязываем просто обычный столбик без накида. Угу. Угу. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда. И провязываем точно так же 2 столбика с общей верхушкой. Оп, провязали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И присоединяемся вот к предыдущим столбикам, 2 с общей верхушкой, столбиком без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда. Делаем наши 2 столбика с общей верхушкой. То есть, если вы внимательно посмотрите, то вы поняли, да, что мы провязываем наш самый первый ряд. Все то же самое. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала до конца ряда. И у нас, видите, какая картина? У нас получается над цветочком, над веерочком. Цветочек будет стоять. Над цветочком, веерочком. Цветочек будет стоять. А между ними вот такая вот интересная формируется сеточка. Видите? То есть мы закончили ряд, смотрите, также столбиком с накидом, как в первом ряду. Теперь мы повторяем полностью второй ряд. То есть 4-й ряд повторяет второй.
воздушная петелька, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И накид. Провязываем наш столбик без накида предыдущего ряда. Провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Оп, оп. 2 воздушные петельки. 1, 2. Смотрите, арочку первую пропускаем в цветочки, во вторую арочку нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Это арочка для будущего цветочка. В следующую арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И там, где у нас цветочек присоединяется столбиком без накида в предыдущем ряду, мы этот столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Угу. Все. Идем дальше, получается. Формируем дальше сеточку. После рельефного столбика 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Присоединяемся к верхушке вот наших столбиков столбиком без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязываем столбик без накида предыдущего ряда. Опять 2 столбика с общей верхушкой. 1. Сюда же 2. И все 3 петельки вместе. Оп. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять переключаемся на нашу верхушку 2 столбиков столбиком без накида. Поняли, да? То есть дальше рельефный столбик, арочки и так далее, и так далее. Все. И ваш, получается, узорчик на самом деле состоит всего лишь из 2 рядов. В первом ряду вы провязываете цветочки, да? Во втором ряду вы готовитесь к цветочкам. Опять провязывайте цветочки, готовитесь к цветочкам. Все. Ряд, получается, у вас повторяется 1, 3, 5, 7 и так далее. И потом 2, 4, 6 и так далее. Четные, нечетные повторяются. Для тех, кто умеет работать по схемкам, схемку я прикладываю. Схемка немножко бледная, но в принципе читабельная. А для тех, кто не умеет взять по схемке, обязательно посмотрите. Мы с вами уже все провязали. Посмотрите, как те или иные элементы отмечаются на схемке, где столбики, где воздушные петельки. Вы все-все поймете. Вяжите по схемке, сами себя контролируйте, у вас все-все получится. Давайте встретимся, черница коридочков. Посмотрим, что в итоге выходит. Угу. Все, встречаемся, черница коридочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Гляньте, какая получается красота. Да, красота может быть двусторонней, да, но в силу того, что у нас здесь есть рельефные столбики, да, они получаются у нас как бы на лицевой стороне. Но, смотрите, даже их не сильно и заметно, да, если у вас будет такая толстая пряжа зимняя, да, возможно, рельефные столбики подчеркнут, вы увидите, где лицевая сторона, где изнаночная. В моем случае, мне кажется, не сильно и заметно, и вроде как бы и так хорошо. Как вам? Напишите в комментариях. Вот, смотрите, за основу вот эта вот сеточка, да, можно взять за основу, например, какой-нибудь топики. Почему бы нет? В принципе, как палантинчик тоже из сеточки, тоже очень шикарно, накидочка, да. А так вот, если, например, вязать вот такими вот вертикальными полосочками, это будет шикарный, шикарный палантин, скажите, да. Опять же, это может быть летний кардиган в пол, такой удлиняющий, да. Но опять же, можете перевернуть его, если вам хочется, чтобы веерочки смотрели вниз, вы можете перевернуть, так. На любом этапе вы можете остановиться. У вас может быть краешек либо ровненький, либо может быть краешек волнистый. Как вам? Мне кажется, шикарно. Кто вязал что данным узорчиком? Рассказывайте, что у вас получилось. Кто не вязал, подбрасывайте идейки. Мы будем в комментариях читать и вдохновляться, да? Давайте замерим красоту. Я, получается, сегодня набирала 35 воздушных петелек. Видите, как одинаково по краешку заканчивается узорчик. Итак, в моем случае, например, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, да, у меня это получается, ну вот 16 сантиметров и там, ну, может быть, миллиметр 2-3. Здорово, здорово. А тут получается, если будем считать по веерочкам, то есть один веерочек это 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это получается 14 рядов. Давайте замерим по, так скажем, самой выступающей, высокой части, да, высокой точки. Это, смотрите, 13 сантиметров, ну тоже там 13,2, например. И по самой низкой, например, точке, да, то это вот, ну, 12 сантиметров, то есть 11,9. Класс. Здорово. Вы знаете, как легко вяжется? Вы когда принцип узорчика поймете, в одну сторону пробежались, во вторую сторону пробежались. Очень здорово и очень быстро. Пробуйте, вяжите из любой пряжи, из тоненькой, из демисезонной, да, там летней, демисезонной, зимней. В любом случае узорчик один и тот же, а будет смотреться по-разному. Так что пробуйте, экспериментируйте и пишите комментарии. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки,
Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления на канал. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.